Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Канал базируется в городе Измаил. Это Одесская область, юг Украины. И сегодня у нас агрогороскоп с 20 по 22 июля 2021 года, когда растущая луна будет находиться в знаке Стрелец. Время московское. Ну, по датам тут очень хорошо и четко, потому что начинается вход Луны в знак Стрелец 20 ночью в 00 часов 8 минут и до конца суток будет 21 июля все 24 часа и всего-навсего будет час 37 находиться Луна в знаке Стрелец 22 июля. И здесь просто должны знать, иногда некоторые календари пишут, что это день Стрельца. Не день Стрельца, это день Козерога. Это, кстати, подготовка к сожженному пути полнолуния и к полнолунию, который произойдет у нас 24-го. Все энергии уже зашкаливают буквально. Ну что ж, вернемся к нашим двум таким полноценным дням, когда можно будет много сделать дел. И в первую очередь посевы. Ну, по посевам в июле месяце в знаке Стрелец только зерновые сидираты. Для них не нужна большая корневая система, и можно их использовать. Не сейте, пожалуйста, в это время, особенно там, где жарко, крестоцветные сидираты, потому что будете разводить только вредителей. И растения будут очень слабые, им не подходит эта погода жаркая. А зерновые сидираты более-менее нормально себя чувствуют. Кстати, бобовые тоже не очень хорошо. Я сейчас испытываю, бобовые еле-еле находятся в таком состоянии, горит у них тоже все, высокие очень температуры. А зерновые пока посеете, пока взойдут, август месяц, и будет очень хорошо. Но мы разобрались с посевами. А теперь рассада. Естественно, в это время рассаду высаживать нельзя, любую. Почему? Потому что в Стрельце формируется очень маленькая корневая система. И вот если вы высадите какую-то рассаду, то так вот эта корневая система и останется. Я уже столько раз высаживала и пробовала. Просто-напросто в это время растение тянется вверх и не тратит сил на корневую систему. Ну вот такая задача. И вообще это знак плода, поэтому в это время ягодами, плодами занят Стрелец, но не корневой системой. По рассаде, понятно, вот эти 2 дня мы не высаживаем никакую рассаду. Поливы, они бесполезны, но не опасны. Это знак стихии огня. В знаке стихии огня вода не проходит и не поступает. То есть растения не пьют, не могут пить, потому что это огненная стихия. Естественно, вот эти 2 дня, и, кстати, далее Козерог можно будет уже поливать, а вот подкормки категорически тоже нельзя. Если поливы бесполезны, и обрабатывать подкормки по листьям, под корень, тем более такая жара, горят листья и горят корни. Так что, пожалуйста, вот эти 2 момента, они взаимосвязаны. И поливы, и подкормки. Перенесите их на позже, на период 22 вечером, 23-го. Будет очень хорошее время и будет эффект хороший. Зеленые операции. А вот с зелеными операциями здесь вот такая у нас и ситуация. В саду зеленые операции не проводим. Никакие обрезки в саду не проводим. Сейчас очень насыщенная энергия. И перед полнолунием не трогаем растения садовые. Только можем пасынки, листики на овощных и цветочных растениях вот эти обрезки делать, эти 2 дня. Только вот в экстренном случае вот это можно делать. Раны засыхают очень быстро, и результат нормальный. Растение не сильно травмируется в это время. Ну и комнатные цветы. По вашей просьбе, как всегда, комнатные цветы только защита от вредителей и болезней, причем биопрепараты. Но если где-то у вас есть кондиционер, и вы создаете хорошую такую благоприятную температуру для ваших цветов, тогда можете и другие препараты использовать. Но не советую, потому что вы будете этим же и дышать. Защищайте растения настоями трав, настоями чеснока, приятный запах тоже будет, ну и других растений.
В саду, еще раз напоминаю, никаких обрезок, абсолютно. Но защита растений от вредителей и болезней – это очень актуально. При температуре ниже 30 градусов можете использовать, естественно, настои трав, биопрепараты. И при температуре выше 30 градусов то же самое. Почему? Это энергия стихии огня. Впереди полнолуние, очень высокая температура, и химические фунгициды, и другие ядовитые вещества, они просто-напросто будут распадаться быстро, и эффекта не будет никакого. Зато большой объем работ предстоит у нас со сбором урожая. Лук и чеснок. Многие уже занимаются, начали сбор этих культур, продолжают, поэтому собирайте лук и чеснок. Напоминаю, что картофель я не рекомендую в это время собирать, потому что это время, когда чуть-чуть ударится и высокая температура, очень быстро портится картофель. Проверено уже многократно. А вот лук, чеснок – это их стихия. Стрелец покровительствует этим культурам. Но снова же, не оставляйте, когда соберете, сразу же заносите, не оставляйте на солнце. Солнцепеки, очень высокие температуры, забирайте с грядки, заносите под навес, чтобы не жарились, не пеклись ваши луковицы, вот так тяжело выращенных лука и чеснока. Так что вот собираем лук и чеснок, а картофель уже можно перенести на период с 22 Козероги. Так что спланируйте вот эту работу, затем следующую культуру. Заготовки на зиму супер. Можно консервировать хрустящие огурчики, получается. Очень вкусная консервация. Ягоды различные, и варенье, и джемы. Цвет очень красивый, такой ароматный получается. И можно сушить, замораживать плоды, ягоды. Все хорошо получится. Так что можно на эти дни планировать заготовки на зиму. И очень хорошо в это время собирать семена. Причем семена и цветочных, и овощных растений. Получаются качественные семена. Если же, тем более, вы высадили в этом знаке какие-то растения для получения семян, собирайте семена. Очень хорошие, качественные семена получаются. И это можно делать и 20 и 21 июля. Ну и я, наконец, еще раз хочу сказать и сделать такие акценты, чего нельзя делать. Все остальное практически можно. Пожалуйста, не используйте в эти дни химические фунгициды, минеральные удобрения. Кстати, и органику тоже без поливов бесполезно. Удобрения не используем, не сеем ничего, кроме зерновых сидератов, не высаживаем рассаду растений, не используем вот эти химические различные препараты, а также соду, древесную золу, как настои, как растворы. И нельзя обрезать садовые растения. Впереди у нас 24-го полнолуние и растущая луна. Очень опасно даже маленькую ранку делать на растении садовом. Ну что ж, Раиса Горяченко, Александр Волик подготовили это видео для вас. Мы надеемся, что у вас все хорошо, хорошей вам погоды, делайте заготовки, берегите ваши растения, собирайте урожай. Ну а мы надеемся на новую встречу с вами на нашем канале в следующем новом видео. Будьте все здоровы, пока-пока.